Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный, известный, всеми любимый торт Наполеон. Для начала я возьмусь за тесто. Для этого мне понадобится 420 грамм муки и 200 грамм хорошо охлажденного сливочного масла. Масло я окунаю в муку, обсыпаю его ею и буду ножом нарезать в мелкую крошку. Стараюсь сделать это быстро, чтобы масло не растаяло. Собираю его руками и отдельно в стакане разбиваю одно яйцо, добавляю к нему щепотку соли, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку уксуса. И все перемешиваю вилочкой. Доливаю в яйцо холодную воду. Количество общей массы должно составлять 200 мл. В несколько этапов доливаю нашу смесь воды и яйца в тесто и аккуратно быстрыми движениями смешиваю его сначала ножом, потом руками. Долго вымешивать такое тесто не нужно, его просто нужно собрать в комок. Заматываю его в любую пищевую пленку или в кулек и отправляю в холодильник в районе 2 часов. Чтобы ускорить процесс, можно отправить его в морозилку минут на 30-40. Пока тесто охлаждается, я приготовлю крем. Для этого мне потребуется 180 грамм сахара, 40 грамм муки и 40 грамм кукурузного крахмала. Перемешивая венчиком, я вливаю еще 800 мл молока. На огне довожу до кипения, подожду, пока смесь загустеет, и буду проваривать еще примерно 1-2 минуты. Далее переливаю крем в пустую емкость, для того, чтобы он остыл. Накрываю пищевой пленкой и буду ждать, пока крем остынет до комнатной температуры. Возвращаюсь к тесту. Тесто достаю из холодильника, раскатываю его в блин и сворачиваю вот в такой рулетик. Этот рулет складываю пополам и еще раз раскатываю скалкой. Снова складываю его в рулет и разрезаю тесто на 6 равных частей. Пять из которых я ставлю в холодильник, а с одним куском теста я буду работать. Это будет наш первый корж. Раскатываю его и делаю корж диаметром 24 сантиметра. Духовка у меня уже разогрета до температуры 190 градусов.
Прокалываю корж вилкой и отправляю выпекаться. Такое же я повторяю со всеми коржами. При выходе у вас должно получиться 6 коржей и 1 корж из обрезков. Им я украшу торт. Возвращаюсь к крему. Остывшую основу я взбиваю миксером и буду добавлять частями сливочное масло комнатной температуры. Сливочное масло мне нужно 200 грамм. По желанию можно добавить ванильный сахар. Посмотрите, какой красивый пышный крем у меня вышел. И наконец я приступаю к самой приятной части. Это сборка торта. На первый корж добавляю примерно 2 столовые ложки крема. Наношу его. Размазываю по коржу ровным слоем. Потом второй корж, третий. И так все 6 коржей. На 6-й корж также наношу крем и ставлю торт в холодильник минимум на 3 часа, чтобы он настоялся. По прошествии этого времени я 7-й корж дроблю в крошку. Достаю торт из холодильника, прохожусь по краям формы ножом, чтобы удобнее достать форму. Остатками крема наношу на бока торта и сверху посыпаю крошкой. Торт вышел очень вкусный, нарядный. Он подойдет к любому празднику. Он подойдет к дню рождения, к Новому году, для домашнего чаепития. Посмотрите, какой он красивый в разрезе. Выглядит вкусно и аппетитно.